Всем привет, с вами Сева Приходько, и сегодня у нас на обзоре монитор для профессионалов и создателей высококачественного контента Asus ProArt, модель называется PA248QV. Это монитор для тех, кто работает с цветом, и для тех, кому необходим профессиональный инструмент, чтобы создавать свои шедевры. Здесь у нас, как видите, безрамочный IPS-экран со стопроцентным охватом цветовых пространств sRGB и REC 709. Кроме того, здесь фабричная калибровка цветопередачи, точность которой гарантирована знаком Kalman Verified. Простыми словами, это означает более яркие, насыщенные цвета, равно как и более точное, реалистичное отображение просто каждого цветового оттенка. Я понимаю, что очень много сложных слов, выдыхаем и давайте обо всем по порядку. Сам монитор, как видите, выглядит сдержанно и красиво. Здесь минимальные рамки с трех сторон, что позволяет, во-первых, более точно сфокусироваться на изображении. А во-вторых, можно смело объединять несколько мониторов, и между ними не будет вот этих, знаете, огромных пробелов. С правой стороны здесь у нас есть кнопка питания, разъем подключения кабеля и два 3,5 мм аудиопортов. С левой же стороны у нас здесь разместились DisplayPort, HDMI, VGA и два USB 3.0. Кстати, еще два USB 3.0 спрятались у нас вот здесь. Их всегда можно удобно нащупать, чтобы подключить какое-то устройство оперативно. Не знаю, там, например, флешку или какую-то камеру, чтобы забросить фотки, чтобы, например, когда вы хотите это сделать, не лезть там за монитор и искать это все. Ну и, конечно же, чтобы воспользоваться всеми этими портами USB 3.0, необходимо сначала подключить к компьютеру комплектный кабель USB. В основе монитора 24,1 дюймовая IPS-панель с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Это формат, как вы уже поняли, 16:10, который мы все чаще встречаем именно для создателей контента. Я скажу, что объективно соотношение сторон 16:10 позволяет значительно увеличить рабочее пространство по вертикали, и это по достоинству оценят как пользователи приложений Adobe Photoshop, так и, например, Adobe Premiere, так как у нас появляется здесь дополнительное место для таймлайна. Ну и кроме того, я думаю, что это понравится всем тем, кто работает с документами, потому что, признаться честно, даже серфить в интернете в таком соотношении гораздо приятнее, так как одновременно на экране помещается больше информации. Подставка позволяет нам использовать этот дисплей как в альбомной, так и портретной ориентации. Кроме того, как вы можете и сейчас видеть, здесь можно регулировать углы наклона, можно делать поворот экрана, а также можно изменять его высоту к поверхности стола для достижения максимально удобного положения для наших глаз. Мне нравится вот в таком среднем положении. Как я говорил ранее, монитор поддерживает стопроцентный охват цветовых пространств sRGB и REC 709. Параметр ΔE, характеризующий точность воспроизведения цвета на экране, не превышает для данного монитора значение 2. Это простыми словами означает, что каждый оттенок любого изображения, которое выводится у нас на экран, максимально достоверный. То есть именно так, как задумывал его автор, при условии, конечно, что автор работал тоже за профессиональным монитором. И главным достоинством этого монитора является сертификат Kalman Verified от компании Portrait Displays. Для общего понимания, это один из лидеров в производстве именно систем калибровки цветопередачи для кинематографических студий. На практике это означает, что монитор прямо из коробки, когда вы достали, сразу настроен для профессиональной работы и гарантирует превосходное качество цветопередачи, причем как для фотографов, так и для специалистов по монтажу видео или 3D-дизайнеров. В общем, ничего калибровать не надо, достали из коробки и сразу работаем. Кроме того, здесь реализованы эксклюзивные инструменты Asus ProArt Preset и ProArt Palette. Что это такое? Функция ProArt Preset позволяет нам мгновенно переключаться между предустановленными профилями настроек, которые адаптированы для различных задач, например, цветокоррекции, монтажа видео или редактирования фотографий. А ProArt Palette — это инструмент для тонкой настройки параметров нашего монитора, включающий выбор оттенков, цветовой температуры и гаммы. Все манипуляции с настройками производятся через супер понятное экранное меню монитора с помощью вот этих
5 кнопок. И благодаря этим инструментам мы можем быстро выбрать оптимальные настройки для каждого вида работы, ну или самостоятельно тонко настроить параметры цветопередачи. Я считаю, что если вы ищете надежный инструмент для работы с цветом, то этот монитор отличный вариант по соотношению цена-качество. Друзья, с вами был Сева Приходько. Будет интересно почитать в комментариях, что вы думаете об этом мониторе. Если обзор вам был полезен, не забудьте поставить лайк. А если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь. Здесь выходит много всего интересного. Ну и как всегда, скоро увидимся.